Когда российское государство собралось бросить все ресурсы на блокировку Телеграма, пришло время поговорить не столько о самих блокировках, сколько о тех, кто больше всего от них пострадает. О главных апологетах этой войны, о зетниках. Обычно над зетниками и их нытьем мы смеемся, но сейчас, в момент, когда Телеграм официально решили задушить, впору писать некролог зет-сообществу как явлению. Если мы и наша аудитория с блокировками уж как-нибудь досправятся, то самозанятым людоедам придет конец. Сегодня не эпитафия Телеграмму, сегодня эпитафия им. Российское государство никогда не умело умеренно и по делу пользоваться даже репрессивными своими инструментами. Институт иностранных агентов, например, мог стать довольно жуткой штукой. Назначение иностранным агентом действительно могло бы сделать кого угодно токсичным и стать заметной репрессией. Если бы этих официальных врагов народа было несколько десятков, то так бы все и было. Если бы это было прямо чем-то суперэксклюзивным, таким, что государство прям пальцем ткнуло именно на тебя. Но стоило механизму назначения физлиц иноагентами заработать, сразу же нажали гашетку до отказа. Там просто все теперь. Знаменитые писатели, популярные артисты, ученые, журналисты, блогеры, комики. Люди, которые занимались политикой профессионально, и те, кто видосы о путешествиях снимал. Абсолютно все, кто имеет хоть какую-то аудиторию и мнение, отличное от генеральной линии, уже давно в этот список включены. И каждую пятницу, когда вдруг добавляют кого-то популярного, у общественности возникает всего один вопрос. А разве его еще там не было? То же касается и блокировок в интернете. Вспомните, как блокировки работали, когда блокировали какой-нибудь ресурс, начиная еще с Granny.ru. Ресурс тогда действительно терял российскую аудиторию. В масштабах до 90% терял. В зависимости от тематики. И дело не в том, что VPN это какая-то новая технология. Или что она была недоступной или невероятно дорогой. Нет. И 15 лет назад VPN стоил свои $5-10 в месяц и не требовал особых технических навыков для его установки. Его еще и блокировать никто не пытался. Можно было любые покупать, хоть иностранные, хоть какие. Но для среднего человека необходимость этого действия была совершенно неочевидна. Люди, что знают все специалисты по продажам, что написано в любых учебниках по маркетингу, страшно ленивые создания. Если есть опция не принимать решения, не ставить галочку, не скачивать, не подниматься на этаж, не переходить дорогу, люди в подавляющем своем большинстве именно это и выберут. Большинство не поставит VPN ради граней. Вся его 4-миллионная месячная аудитория просто ушла к другим СМИ, а ресурс загнулся. Ради «Медузы» VPN включат либо те, у кого он уже есть, либо считанное количество самых преданных фанатов. Кажется, что найти сайт, почитать инструкцию, ввести карточку, скачать и настроить VPN – это приключение на 10 минут. Вошли и вышли. Но в реальном мире для 9 из 10 людей это невозможный масштаб усилий, когда речь идет об одном-двух СМИ или о какой-то соцсети второго ряда, типа Твиттера или Фейсбука. Проще просто перестать читать и пользоваться, пойти куда-нибудь, где попроще. В этом могла заключаться дьявольская хитрость блокировок. На 99% интернет свободен, а ради 1% тех, кого прицельно порубали, никто не будет прилагать усилий и тратить деньги. И если тебя заблокировали, то финита. Ты остался жив лишь для сотни преданных фанатов. Но не у нас. Нельзя было вырубать врагов персонально. По одной штуке. Если уж режим этот изобретает какую-то механику, какой-то способ репрессий и ограничений, то все, тормоза придумали трусы. Дальше этим способом будут пользоваться все подряд, безо всяких ограничений. Надо будет вырубить вообще все, что подает признаки жизни. Российский режим постоянно находится в ловушке безопасности. Чем больше он отгораживался, чем больше блокировал, чем больше людей сажал, убивал и выдавливал за границу, чем более жуткие законы принимал и плодил людей в погонах для своей охраны и защиты, чем больше запрещал и ограничивал, тем больше ему становилось надо. Мы об этом уже говорили в контексте Ирана и всех лихорадочных телодвижений, явно с оглядкой на тамошние протесты. Чем толще слой асфальта, в который ты закатал всю общественную жизнь без остатка, тем ярче горящие покрышки в твоем воображении. И здесь то же самое. Чем больше опасных сервисов заблокировано, тем больше не заблокировано. Вот еще год назад можно было смириться с существованием Телеграма, а сейчас уже вообще никак нельзя. Чем больше режим обеспечивает себе безопасность,
тем в большей опасности он себя ощущает. Тем больше надо ему вырубить, запретить, закрыть. И никогда не настанет заветный момент, при котором можно будет наконец-то сказать: ну все, теперь мы заблокировали достаточно, мы в безопасности. Естественный побочный эффект этих ковровых блокировок заключается в падении их эффективности. Можно обойтись без VPN, когда у тебя не работает медиазона, Twitter и Facebook. Можно приспособиться. Но когда де-факто не работает весь интернет, все соцсети, все мессенджеры, игры, видео, все на свете, то ты никуда не денешься и пойдешь обходить блокировки. И тут наступает самый интересный момент. О нем после небольшой рекламы. VPN, конечно же. Посмотрите, пожалуйста. В январе этого года Telegram стал самым популярным мессенджером в России. За счет того, что туда перешла аудитория из заблокированного WhatsApp. Теперь блокируют и Telegram, и многие снова ищут альтернативу, жертвуя связью с близкими, любимыми чатами и подписками на канал. Чтобы не жертвовать своим комфортом, поставьте себе Durif VPN. У него сейчас акция 3 дня бесплатно. Как раз сможете потестировать альтернативный VPN-сервис. Он работает на новейших протоколах, которые обходят в том числе и белые списки. Трафик маскируется так, что провайдеры попросту не видят использования VPN. Вы можете сидеть в Telegram, а алгоритмы будут считать, что в ВК, благодаря чему общение в Telegram идет без перебоев, а соединение остается стабильным. Устанавливается Durif VPN буквально за пару минут через Telegram-бот или официальный сайт. К одному аккаунту можно подключить все свои устройства, хоть смартфон, хоть ноутбук, хоть телевизор. Хватит на всю семью. А если еще и друзей пригласите купить VPN, то получите бонусные дни или деньги, в зависимости от того, что сами выберете. Единственный способ сохранить связь и не зависеть при этом от Роскомнадзора и его решений – поставить себе надежный VPN. Durif VPN дает 3 бесплатных дня для теста. Попробуйте, и если вам сервис понравится, сможете продлить подписку со скидкой в 25% по промокоду КАЦ. Это повышенная скидка, выгоднее обычного, так что поспешите, ссылка в описании. Продолжаем. Так вот, когда без обхода блокировок никуда, а все продолжают блокировать, наступает самый интересный момент. Кто от новых блокировок страдает в большей степени? Те, кто годами приучал свою аудиторию к тому, что это государство совсем не друг, что блокировки будут расширяться, что их надо учиться обходить и обучать этому своих друзей и старших родственников, кто заранее готовился к обрыву связи и готовил к этому своих читателей и зрителей. Те, кто инструкцию по обходу блокировок уже 1,5 года в каждый ролик ставит. Кстати, и в этом она в описании. Нет, ничего похожего. Больше всего ноют и страдают те самые люди, которые были убеждены, что государство вырывает всякие сорняки строго вокруг них. Что блокирует всякие вражеские соцсети, вроде богомерзкого Фейсбука, занятого либералами. Прозападные антивоенные СМИ, вроде Медузы и Медиазоны. В крайнем случае YouTube, где всякие Максимы Кацы мутят народ и учат его нехорошему. Спикеры Z-телеграмма были уверены, что конечным итогом всей этой бурной деятельности станет интернет для настоящих патриотов и ярых государственников, безо всяких врагов народа. Государство, мол, выгоняет из интернета чужих во имя своих. Несчастные зетники всю дорогу считали, что они государству свои, ведь они без остатка вложились в его войну. Они ее пропагандируют, упиваются людоедством, сражаются с отдельными нарушениями на местах. Клянут, на чем свет стоит, вороватых офицеров, доносят окопную правду до высшего руководства, собирают деньги на бронежилеты, автомобили, дроны, даже на трусы и носки для солдат. Они на себе тащат эту войну и считали, что государство им за это будет очень признательно, особенно после того, как выгонит из интернета всех врагов до последнего. Именно эти люди, которые наивно полагали, что государство им друг, и цензура идет только на пользу, оказались в самом худшем положении сейчас. Ведь именно их аудитория к блокировкам оказалась совершенно не готова. Их аудитория привыкла государству подчиняться и последовательно отучена от любых мыслей о гражданском сопротивлении, хотя бы в настолько простой форме, как обход блокировок. Их аудитория годами впитывала мысль, что государство лучше знает. Лучше знает, зачем войну затеяло. Лучше знает, зачем 400 тысяч человек положила. Лучше знает, что народу полезно читать, смотреть, слушать, а что вредно. Что ему знать положено, а что нет.
И без того война, в которую эта публика настолько искренне верила, идет из рук вон плохо, и они это понимают. Но теперь, когда государство пришло за телеграммом, они стали главной жертвой. Государство проигрывает, а наказывает за поражение именно тех, кто в него верил. Потому что аудитория иноагентов, против которых как бы и должна работать цензура, уже вся обложена 5 VPN-ами на все случаи жизни. Независимые СМИ и блогеры уже целую экономику монетизации выстроили вокруг обхода блокировок. Для наших зрителей блокировка Телеграма не новость, а среда. Мы всю дорогу жили в полной убежденности, что именно это и случится. Что блокировка Телеграма лишь вопрос времени. Что идеальная форма существования интернета для нашего режима – полное его отсутствие. А кто конкретно станет следующей жертвой – вопрос скорее технический. Обход блокировок для наших зрителей уже привычка и часть образа жизни. Просто как коммунальные платежи. Если текущий VPN перестанет справляться с блокировкой Телеграма, наш зритель поставит тот, который справится. А вот читатель Z-канала, который покупал финку НКВД и жертвовал на дроны, скорее всего просто перейдет в мессенджер Max. Не поставит VPN, не заплатит лишние 500 рублей, чтобы читать Файтер-бомбера или Воеводу. Их аудитория пойдет наслаждаться людоедством в официальный канал Владимира Соловьева. Он с этим справится не хуже. Следить за медленным осознанием телеграмных Z-спикеров, что они государству не просто не друзья, но что государство вводит меры де-факто прицельно против них, это, конечно, отдельно интересно. Как люди осознают, что чем больше ты вложился в государство, тем больше ты перед ним уязвим. Когда ты иноагент-иммигрант, на тебя могут завести еще одно заочное уголовное дело. Но когда ты олигарх, который добровольно на войну денег отстегивал и под санкции попал, то и дело, и шконка будут совершенно не заочными, а до ужаса реальными. Когда ты государству враг, оно просто вносит тебя в список врагов. Когда ты министр, приходится стреляться на парковке. Если ты независимый блогер, ты содержишь всю редакцию на растущих VPN-рекламах, потому что твоя аудитория покупает их и хочет продолжать смотреть и тебя, и иметь свободный интернет. Блокировки для тебя и твоей аудитории не новость. Они оборачиваются просто новой моделью взаимодействия. Если же ты построил всю жизнь на публичной апологетике войны, только вопрос времени, когда государство решит, что эти расплодившиеся как блохи Z-добровольцы ему совершенно без надобности. Решит, что ему вполне достаточно десятка оберпропагандистов, которые будут каждый свой пост согласовывать в администрации президента. Самые лояльные, самые сервильные, самые восхищенные государственным могуществом первыми пойдут под нож. Потому что ни они сами, ни их аудитория не имеют никакого понятия, как жить, если государство тебя разлюбило. Как обходить блокировки, как зарабатывать, как и куда свалить, если за тобой придут. Как жить, будучи иноагентом, террористом, экстремистом или уголовником. Государство никогда не считало эту всю ментальную перхоть своими друзьями. Телеграм, как площадка военизированного плюрализма, возник случайно и никогда не был ко двору. Но они-то считали, что государство им друг. У зетников нет никакого плана, как жить, когда государство перекрыло кислород. Запасного кислорода у них нет. Станет ли блокировка Телеграма, которая фактически идет уже пару месяцев, а сегодня обещает стать особенно жесткой, проблемой для нас? Возможно, на какое-то время станет. Но индустрия VPN стала настолько богатой и технически могучей, что проблема эта будет решена. Если не моментально, то очень быстро. В этом нет сомнений. Но те, кто вдруг почему-то решил, что та сила, которая отправилась массово убивать людей, нуждается в друзьях и союзниках, что их не тронут, те быстро обнаружат себя в мессенджере Max. А потом столь же быстро поймут, что это универсальный инструмент для ментов и чекистов, чтобы оптом всех пересажать. Чтобы, наконец, избавиться от тех, кто жужжит над ухом со своим недовольством, коррупцией и потерями. Только на своей шкуре этим гражданам будет дано понять, что бороться с режимом может быть опасно, иногда смертельно опасно, но добровольно служить ему в любом качестве, хоть на фронте, хоть в Телеграме, это однозначный путь в могилу. Хорошо, если социальную, с лишением заработка, статуса и влияния, но очень часто в могилу обычную. Выживет ли Телеграм? Находясь на заблокированном уже как год Ютубе, предположу, что все с Телеграмом будет в порядке. А вот с Z-сообществом как явлением, кажется, можно прощаться. Хотя без них будет скучновато. До завтра.